Над заброшенной стройкой тянулся тусклый влажный запах, смесь гниющего мусора, старой бумаги и застоявшейся воды. Там, где бетоном покрыли когда-то фундамент, теперь росли колючие заросли, а между плитами тянулись щели, наполненные холодом и тенью. Это место было забыто людьми и занято крысами, мухами и мелкой живностью, чья жизнь шла по циклу падения и подъема. Для многих здесь начинались и заканчивались зимы, но не для всех. Кошка шла осторожно, прижимая уши к голове, глаза — два золота в свете раннего сумрака. Она знала каждый запах: гниющий корм из пакета, мочу, что пропитала землю, и то тонкое, почти невнятное присутствие человека, оставшееся после проходивших мимо. В ее груди билось сильное материнское сердце. Она искала укрытие. Ее живот был тук от котят, толчки внутри заставляли коротко вырываться дыхание. Внезапный порыв ветра принес холод, и кошка углубилась в щель между бетонными плитами, туда, где было сухо и почти незаметно снаружи. Щель оказалась идеальной, узкая, теплая от солнечных лучей днем, защищенная от ветров и глаз людей. Она втиснулась туда, свернулась, обнюхала желтый клочок пленки, что валялся на дне, и устроилась. Мир вокруг стал приглушенным, как будто бы кто-то накрыл его плотной тканью. Толчки стали сильнее. Кошка закрыла глаза и поддалась волне, ступень за ступенью. Боль и облегчение шли рядом, как старые знакомые. Роды пришли ночью, под тонкий стук капель, коли вдруг начался дождь. Мир стал еще тише. В бетонной щели каждый звук отзвучивал, будто в пустой бутылке. Первым появился крошечный комочек, теплый, влажный, еще с пленкой на мордочке. Кошка вылизала его до блеска, устроив малышу первый и важнейший урок — запах материнской груди. Второй родился вскоре, затем третий. На свет пришли 3 крошечных существа, слепые и совершенно беспомощные, которые тут же начали искать тепло и молоко. Материнский инстинкт. Собрал все воедино. Кошка с невероятной тщательностью расчистила их, устроила мягкое гнездо из газет и обрывков ткани, обогнула маленькими теплыми лапами. Ночь прошла в обороне. Кошка не спала. Она дремала, одиноко слушая шорохи и настороженно прислушиваясь к ударам крысиных лап по плитам. Крысы были здесь. Большие, наглые. Они приходили по ночам искать легкую добычу. Но кошка не давала ни шагу им приблизиться. Она шипела тихо, низко, заставляя их держать дистанцию. Материнская ярость была тихой и бесстрашной. Вокруг нее, хоть и были холод и вонь, царила ее решимость. Утром над строительной площадкой потянулся прозрачный свет. Котята крепли. Один, кремовый с едва заметными полосками, потянулся, и как только стали чуть приоткрываться глаза, мир наполнился новым смыслом — звуками, запахами и тревогой. Они были хрупки, тонкие и сильны одновременно. Кошка позволила себе минуту отдыха, наклонившись, чтобы вылизать шерсть и прикрыть глаза, но ненадолго. Она знала, что опасность здесь не уходит с рассветом. Когда над городом прискакала гроза, ветер внес холод и вонючую сырую влагу в щель. Вода просачивалась сверху, медленно заполняя углубления, просачиваясь через трещины. Кошка устроила своих дочек в самый сухой угол, но дождь был настойчив и находчив. Вода поползла и туда. С каждой минутой укрытие ставало влажнее. Кошка лизала малышей, делая все, что могла. Вылизывала, грела, толкала к груди, но молоко, казалось, начало иссякать, и ее собственные силы падали. Она злилась на дождь. Как можно быть таким безжалостным к комочкам, что греются только теплом ее тела?
Когда ливень усилился, в щель хлынула вода, принесшая с собой мелкие обломки, грязь и мусор. Малая нора превратилась в лужицу. Котята задрогнули, их тела стали холодными, малоподвижными. Кошка чувствовала, как ее силы мелеют. В горле застрял страх. Это было не просто опасение, это было отчаяние. Она ощутила, как кожа на ее морде покрывается холодным потом, как лапы дрожат, и приняла решение, которому не место было в ее инстинкте. Она должна найти людей. Она вышла на свет. Солнышко, так ее называли когда-то в теплом доме, где пестрая взрослая женщина иногда гладила ее по спинке, выскользнула из щели мокрой, грязной и пахнущей сыростью. Память о людях была шаткой, но в ней жила добрая нить, образ женщины с доберманом, который однажды дал ей корм. В других воспоминаниях грубая рука, оттого брошенная на улицу. Но опыт подсказывал ей, что насилие и доброта у людей шли рядом. Она не знала, найдет ли сейчас кого-то, кто услышит ее зов, но она знала, ее котята умирают и время не ждало. Сначала она увидела женщин в парке, прошедшихся в дождевиках. Она подходила, мяукала жалобно, но люди лишь отмахивались. Одна протянула колбасу, как будто кормила бродячую. Но солнышко оттолкнуло кусок лапой. Ей нужно было не голод, а тепло, лечение и забота. Она пыталась показать, куда вести. Мяукала и нылом постукивала по штанине проходимца. Сейчас в ее голосе стоял не каприз, а мольба. «Пожалуйста, помогите». И тогда она увидела их. Андрей и Марина шли по парку, обсуждая мелочи, не связанные с миром большой скорби. Они были молоды, с добрыми серьезными глазами. Марина с сумкой, полной не столь нужных оттягиваний. Андрей с рабочей усталостью в плечах. Они не были идеальными героями книги. У них были долги, мирские заботы и собственная усталость. Но в тот момент, когда солнышко вцепилось в джинсовую штанину Андрея, их мир замер. Сначала он вздрогнул, думая, что это кто-то из его знакомых шалит. Затем ощутил острое щипание ткани. Кошка вцепилась когтями, не прорезая кожу, но крепко. Она серьезно держалась, не пытаясь вырваться. В ее взгляде горело не отчаяние, а требование. Андрей снял кошку осторожно, и она тут же, чуть дрожа, направилась к нему, не отпуская лапы от его штанин, выражая безмолвную просьбу «Следуй за мной». Марина посмотрела, на миг растерянная, но в ее глазах загорелось такое же участие. Они последовали за кошкой, чувствуя в душе растущее беспокойство. Она не остановилась до тех пор, пока не завела их к той самой щели на стройке, где между плитами было сыро и темно. Кошка остановилась и мяукнула, указывая взглядом на щель. Андрей наклонился, просунул руку в щель и достал комочек. Крошечные тела, холодные и вялые. Один котенок едва дышал. Все произошло как во сне. Марина застыла, ее руки дрожали, Андрей аккуратно вынул второго и третьего. Солнышко следило, дергаясь от волнения, терлось от джинсы Андрея и мягко толкало носом самого слабого котенка, словно прося «Помоги». Дальше люди действовали быстро, не столько рассуждая, сколько руководствуясь инстинктом. Они нашли картонную коробку в углу стройплощадки, вычистили ее, положили внутрь платки и тряпки. Котят уложили, завернув в ткань. Солнышко сама выползла и улеглась рядом, окружая их своим телом, как живой грелкой. Андрей набрал знакомого ветеринара Сашу и просил, буквально умолял, о помощи. Нужна клиника, флакон глюкозы, капельницы, лекарства.
все, что может спасти хрупкие жизни. Такси отвезло их в клинику, где запах стерильности и запах лекарств казались удивительным спасением после сырой стройки. Саша, ветеран своего дела, встретил коробку с котятами и, не теряя времени, начал осмотр. Тепло рук и успокаивающий голос тех, кто знал толк в беде, действовали. Сначала диагноз был суров: переохлаждение, воспалительная реакция, вероятность пневмонии. Самый маленький котенок дышал с трудом. Первые часы были решающими. Саша ввел глюкозу, теплые растворы, подключил к микрокапельнице. Марина и Андрей стояли у стекла и молились молчанию. Солнышко не отходило от коробки. Она склонила голову над котятами, внимала врачебным действиям и, когда ветеринар позволял, осторожно лизала их. Ее язык был теплой лаской, ее тело — природной грелкой. Ночью, когда клиника почти опустела, а машины уехали, они устроили импровизированное дежурство. Марина держала коробку, Андрей сидел в кресле, и каждый час к маленьким подходил Саша, проверяя температуру и дыхание. Чудо началось с незначительного знака. Самый слабый котенок пробормотал сначала тихий, затем все более резкий писк, когда солнышко вылизывало ему мордочку. Это был знак жизни. Первый крик после холода и тьмы. Саша улыбнулся, и в его взгляде промелькнула профессиональная надежда. Он продолжил терапию антибиотиками и поддерживающими препаратами, говорил про глюкозу, теплую среду и строгое наблюдение весь день и ночь. Утром наступила первая робкая радость. Писк стал более уверенным, 2 котенка начали тянуться к соску, 3, очень медленно, начал двигать лапками. Солнышко зарычало от умиления, когда услышало этот звук. В клинике была такая тишина, которую дают люди, пережившие ночь тревоги. Она была наполнена облегчением. Через пару дней ветеринар подтвердил то, во что Марина и Андрей почти поверили. Котята идут на поправку. Пневмония отступила, температура установилась, дыхание стало ровным. Самый слабый перестал быть самым. Он стал просто еще одним маленьким требовательным существом, которому нужно кормление и тепло. Саша составил план. Кормление специальной смесью, теплое место, необходимые антибактериальные уколы и гигиена. Было важно не терять бдительность, но надежда закрепилась, как прочный якорь. Андрей и Марина решили взять котят. Они уже не могли представить, что отдадут их кому-то другому. Решение было не мгновенным. Было много разговоров, расчетов и сомнений, но сердце взяло свое. Они дали кошке имя Солнышко. За то тепло, что она принесла в их дом, и за то сияние, что разгорелось в их сердцах. Котят назвали Полосатик, Золотинка и Спарки, имена, которые отразили их внешний вид и внутренний характер. Дом, куда пришли 4, теперь стал небольшим приютом. В ванной устроили уголок с теплой лампой, мягкими полотенцами и грелкой. Вечера превратились в ритуал кормления, мытья, наблюдения и нежности. Солнышко сначала была насторожена. Люди для нее — это и добро, и опасность. Но Марина и Андрей действовали мягко и последовательно. Они дали ей пространство, но и заботу. Каждый день она все больше делала шаги в сторону доверия, позволяла гладить себя, принимала еду из рук и, наконец, забралась к хозяину на колени по собственному желанию. Прошло несколько недель, и котята окрепли. Полосатик стал шустрым исследователем, Золотинка — трогательный любителем уютных мест, Спарки — маленьким воином, который первым вставал на защиту своих братьев. Солнышко стало самой заботливой и спокойной мамой, которая иногда, словно по старой привычке, следила за окрестностями с окна, наблюдая за улицей и бывшей стройкой. Когда Марина и Андрей вывели ее во двор на шлею, она с величавой гордостью разглядывала мир.
Жизнь этих людей, конечно, не поменялась кардинально. Была работа, счета и мелкие бытовые заботы. Но теперь их дни наполнялись новым смыслом. Ночное кормление, шерстяные кусочки, смешные игры и забота о 2 поколениях одновременно. Их дом стал теплее, не только из-за батарей. Любовь, спасенная на улице и приютившаяся под их крышей, стала семейной. Солнышко никогда не забывало, с чего начался ее путь. Иногда она подходила к окну и смотрела на старую стройку, где когда-то родились ее дети. Вид был изменен. Мусор убрали, плиты переложили, люди строили новый дом. Но кошка помнила сырость, страх и холод. Она знала цену тому теплу, что дала ей одинокая пара. И в ее взгляде, когда она взирала на хозяев, было явное, безмолвное «спасибо». Прошло несколько месяцев. Полосатик впервые забрался на штору и с шумом свалился на диван. Золотинка нашла свое место на самой высокой полке. Спарки, прежний самый слабый, теперь каждый день устраивал на кухне свои королевские игры. Семья росла. Андрей и Марина стали часто говорить о том, как одно спасение изменило их жизнь. Они шутливо называли солнышко их семейным ангелом, который, вцепившись в штанину человека, спас не только котят, но и самих людей от серости будней. Но в памяти Марии, Андрея и солнышка жили те холодные ночи и тущая щель между плитами. Они знали, что спасение — это не акт единовременный, это ежедневная забота, ответственность и готовность быть рядом, когда кто-то нуждается. Каждый раз, когда они выходили на улицу и видели бродячую кошку, они вспоминали, как маленькие лапы ищут тепло и не могли пройти мимо. И когда на их пороге однажды появилась еще одна бездомная кошка, худенькая, с прореженной шерстью и испуганными глазами, они уже знали, что делать. Солнышко подняла голову, как будто бы узнавая сестру по несчастью, и мягко помяукала. «Приходи, здесь есть место». Новая семья распахнулась шире. В ней теперь было место для еще одного спасенного существа. История началась с того, что кошка вцепилась в штанину мужчины и не отпускала. Ее взгляд кричал «Пожалуйста, помогите!» И этот зов стал мостом между мирами, миром брошенных и миром домашних, миром холода и миром тепла. Андрей и Марина не были героями по призванию, они были рядовыми людьми с сердцами, способными к милосердию. Солнышко не была поначалу доверчивой. Она была матерью, готовой ради детей на все. Но вместе они научились тому, чему учит жизнь. Спасая, мы спасаем себя. Любя, мы становимся больше. Взрослые котята росли, семья множилась, и в доме никогда больше не было того безысходного чувства, которое было у солнышка до рождения малышей. Она оставалась хранительницей и напоминанием о том, что даже в самых грязных щелях жизни есть место для чуда. Достаточно лишь протянуть руку и не отвернуться. И в этом простом поступке, в этом сцеплении кошачьих когтей с тканью штанов был весь смысл. Одна маленькая просьба, услышанная в нужный момент, изменила множество судеб и, быть может, оставила мир чуть теплее, чем был прежде.